Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Тэйкук — это трогать друг друга всеми возможными способами. Девятое место. Как дышать в таких случаях, нас не учили, поэтому справляемся кто как может, залипая на длинные пальцы Тэхёна, что по-хозяйски ложится на аппетитные изгибы Чангука. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Тэхён намекнул, что если бы Чангук был девушкой, то ни у кого не возникло бы сомнений, что Вигу – пара». Шутка Тэхёна, которая переросла в нечто большее. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Однажды у Чангука спросили, как бы он хотел, чтобы партнер называл его, и ответ Чангука был «Чангука». 정구야. 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 정구가. 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 정구야. 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 Седьмое место. Когда хватает секунды, чтобы раствориться в своем человеке. Шестое место. Поведение пары. Тэйкук — это уткнуться ему в затылок перед всеми, потому что очень хочется. Тэхён написал: «Самым комфортным человеком, который больше всего мне подходит, является Чангук. Я выбрал его в тот момент, как только заметил, когда он вошел в поле моего зрения». Пятое место. С чего орать? С того, с какой легкостью Чангук поднял свое сокровище и как правильно это выглядит. Или от выражения лица Тэхёна, что говорит: «Видали, что творит? И да, он мой». Выбирайте сами.
4 место. Забота. Тэхён ложится на колени Чангука и начинает играть с его мягкой щекой, чтобы разбудить его. Для Тэхёна не имеет значения, на записи или за кадром, он никогда не сможет отказаться от некоторых своих привычек, когда сталкивается со своим Чангуком. Третье место. Новости. Кмедиа сообщает, недельная тренировка Тэхёна завершена. Тренировка прошла в экстремальных условиях, где температура опускалась до минус 20 градусов Цельсия. Это не просто испытание для физической подготовки, но и настоящая проверка на выносливость и стойкость духа. Бывшие военные, которые прошли через подобные испытания, подчеркивают, что в таких условиях самым тяжелым аспектом является не выполнение заданий, а борьба за выживание. Условия, в которых им пришлось находиться, были крайне суровыми. Установка палаток на мерзлой земле, ночевка под открытым небом на холодном ветру – все это создает серьезные трудности. Мороз был настолько сильным, что засыпать было практически невозможно. Военные сапоги, предназначенные для защиты от холода, за ночь превращались в ледяные камни. Чтобы выжить, солдатам приходилось находить способы согреться и защищаться от непогоды. Это не просто физическое испытание, здесь проверяются пределы тела и разума. Каждый участник учится преодолевать свои страхи и ограничения, что является важной частью военной подготовки. Целью этой тренировки является повышение боевой готовности. Даже в очень холодную погоду многие люди, прошедшие такое обучение, говорят, что тренировки в условиях сильного холода – это одновременно и самый суровый, и самый сложный опыт. Будь то выживание в условиях сильного холода, установка палатки на мерзлой земле или спать в спальном мешке на холодном ветру. Сюда также входит обучение стрельбе, тактическая подготовка и выполнение миссии на открытом воздухе, которым приходится сталкиваться с холодом, который разъедает и тело, и разум. Одним из самых запоминающихся моментов тренировки стала ночь, когда было так холодно, что невозможно было заснуть. И когда наступит утро, боевые ботинки, снятые возле палатки, превратились в твердые, как лед, камни. Обучение в холодную погоду и обучение партизанской тактике являются одними из самых жестоких тренировок в армии. Хотя партизанская тактическая подготовка делает упор на проверку пределов тела и разума, но тренировки в условиях сильного холода – это настоящая битва с природой. Потому что нет даже удобного времени для сна. Солдатам приходилось терпеть холод даже во сне. Однако эта тренировка была просто жестокой. Солдаты также научились выживать на холоде. Важность командной работы и дружба, возникающая в результате Тэхён, несмотря на свою звездную карьеру, тоже принял участие в такой тренировке. Эта неделя стала для него не только проверкой физической силы, но и возможностью понять свою внутреннюю стойкость и способность справляться с трудностями. Недельная тренировка Тэхёна стала не только физическим испытанием, но и важной вехой в его жизни, подчеркивающей значение выносливости, командного духа и личной силы. Считаю, у нас есть отличный повод выпить, наблюдая за тем, как выпивает Чангук. Песня Чангука Hate You была включена в плейлист прощальных песен MZ от Billboard Korea, и его музыкальная восприимчивость была в очередной раз отмечена. Недавно корейский журнал Billboard опубликовал рекомендуемый плейлист прощальных песен MZ K-pop на своем официальном сайте ENS.
Из них сольная песня Чангука «Hate You» занимает первое место в списке, и его музыка была признана олицетворением чувства расставания. «Hate You» — песня, в которой тонко выражена боль расставания и эмоциональная передача, присущая только Чангуку. Тэхён и острая еда явно не созданы друг для друга. Капитан Корея Ким Тэхён набрал более 3 миллионов сообщений поддержки в приложении Гундори, где Тэхён лидирует как в ежедневных, так и в общих рейтингах с самого начала его военной службы. Тэхён — первый и единственный айдол, который сделал это в истории платформы. Этот его волшебный французский вайб. Bonjour, je m'appelle Tate, c'est super. Чангук занял первое место в рейтинге продаж сольных мужских альбомов K-pop Oricon в Японии, не имея при этом песен на японском языке. По данным Popcore и PopFlap, которые освещают музыкальные чарты и обновления со всего мира в режиме реального времени, Чангук занял первое место в рейтинге Oricon по общим продажам CD, DVD, основных японских чартов до 2024 года среди всех сольных исполнителей мужского пола K-pop. Несмотря на то, что у Чангука нет ни одного японского сингла или альбома, выпущенных им в качестве сольного исполнителя. Он заработал на местных продажах в общей сложности 2 миллиарда иен, более 22 миллиардов вон, что сделало его самым высокооплачиваемым сольным исполнителем K-pop среди мужчин за всю историю. Он занял второе место по продажам среди всех сольных исполнителей K-pop, уступив лишь легендарной певице Боа, которую называли звездой Oricon, и занял 23 место в общем рейтинге, включая как групповых, так и сольных исполнителей. Поздравляем нашего короля всея мировых чартов! Какой у Тэхёна горячий парень! Помните легендарного джазмена Курта Эйлинга, лауреата Грэмми, который упомянул Тэхёна в своем интервью? Он кажется очень талантливым и искренним музыкантом, и он сказал, что готов к сотрудничеству, если Тэхён захочет. Настоящие музыканты видят в нем своего. Все хотят работать только с лучшими. Его привычки. Оргкомитет Всемирной выставки традиционной музыки в Йендон отметил влияние и воздействие клипа Юнги Дэйквита на глобализацию корейской музыки. Учитывая, что клип Юнги Дэйквита стал мировой сенсацией,
корейская традиционная музыка также может стать центральной частью корейской волны. С такой реакцией фанбоев на Тэхёна Чангуку приходится постоянно быть начеку. В судебном разбирательстве, связанном с иском о возмещении ущерба, поданными Big Hit, Ким Тэхёном и Чон Чангуком против операторши YouTube-канала Sayank, истцы подчеркнули, что остаются в праве, несмотря на продолжающееся дело. 17 января Сеульский западный окружной суд провел третье слушание по делу о возмещении ущерба на сумму 90 миллионов вон, поданному Big Hit и участниками BTS против канала Sayank. Адвокат Big Hit в письменной форме заявил, мотивы создания видеоконтента Sayank на канале не имеют отношения к общественным интересам. Мы подчеркиваем, что это также является нарушением права на изображение. Он также добавил подробности, связанные с другим делом Sayank, рассмотрение которого завершилось 15 января. Сторона защиты Sayank заявила, что ущерб, включая якобы нанесенное вмешательство в бизнес Big Hit и влияние на акционерную стоимость компании, не может быть признан значительным из-за временной разницы в 4 месяца. Sayank также ссылалась на заявление о хакерской атаке и утверждение другого человека, которые нужно учитывать. На это представитель Big Hit ответил, что в материалах дела нет утверждения о том, что Sayank не причастна. В отношении упомянутого лица нужны дополнительные проверки. Иск о возмещении ущерба был подан в марте 2024 года на сумму 90 миллионов вон. Big Hit ранее неоднократно подавал иски за клевету, оскорбление, распространение ложной информации и прочие злонамеренные действия в отношении своих артистов. Компания заявила, мы будем и впредь предпринимать строгие меры, включая гражданские и уголовные дела, против распространителей ложной информации и тех, кто наносит вред артистам. Никаких компромиссов или снисхождения не будет. В июне компания прямо упомянула канал Sayank, уточнив, что она была привлечена к ответственности за клевету и вмешательство в деятельность компании. После возобновления расследования было подано новое гражданское дело о возмещении ущерба. На другом слушании адвокат Big Hit пояснил, что канал Sayank занимался клеветой и оскорблениями с целью получения прибыли. В свою очередь, сторона защиты Sayank утверждала, что сумма компенсации, запрашиваемая истцами, чрезмерна. Они также заявили, что влияние видео на стоимость акций компании Hype сложно доказать. По результатам другого дела, связанного с этим же каналом, прокуратура запросила 4 года тюремного заключения и штраф в размере около 2 миллиардов вон. Sayank признала все обвинения и выразила сожаление, добавив, что пыталась добиться мирового соглашения. Суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно, штрафу около 2 миллиардов вон и обязательствам по выплате компенсации пострадавшим. Суд подчеркнул, что действия Sayank нанесли непоправимый вред репутации жертв, а также посчитал ее преступления тяжелыми из-за повторяющихся публикаций клеветнического характера. Ну, как же горячо. Вот глядя на эти фото Вигу, я прямо чувствую фанфик о бизнесмене Чангуке и поп-звезде Тэхёне, еще бы написал кто. Махонький такой, раз и в кармашек.
Это машина и этот водитель. Причина кроличьего смеха Чангука, конечно же, Тэхён. Ему действительно очень нравится, когда его воспринимают с этого ракурса, не так ли? Улыбка, ради которой хочется вставать по утрам. Этот жанр фотографий Тэхёна. Словно он вышел из дорамы. Тэхён обращается с Чангуком как с принцессой. Перед вами обладатель самого идеального профиля. Я так скучаю по этой крошечной драгоценности. Тотемное животное Чангука. Его первая и самая нежная любовь.
Уровень доверия Чангука к нам. Засыпать на прямых эфирах. Икона стиля Ким Тэ-хён. Этот образ Чангука. Просто подглядывающий Чангук. Образы Тэ-хёна на саундчиках. Крохотные танцы Тэ-хёна. Второе место. Это так интимно. Когда они так делают, я не могу не думать о значении этого жеста. Такой интимный момент. Жаль, полностью не видно глаз Тэ-хёна, но что-то мне подсказывает, они пожирают того, кого видят перед собой. Первое место. Ревность. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.